Сегодня мы поговорим о том, как в течение жизни люди с нарциссическими чертами переживают вот эту вот эволюцию нарциссизма. Пока такой человек молод, энергичен, не знаю, боек, то вот его эта стратегия использовать других людей для получения от них манипулятивным образом какой-то поддержки, внимания, восхищения. Это все работает, но со временем вот эта стратегия становится все более дезадаптивной, все более такой контрсоциальной. Грубо говоря, нарцисс начинает от себя отталкивать людей, он теряет те близкие связи, немногие, которые у него были. И к старости он сталкивается с тем, чего всю жизнь боится больше всего, с одиночеством и пустотой. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт. Я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы с вами поговорим о 5 стадиях, которые переживает нарцисс в течение своей жизни. Начиная со своего такого яркого восхода и заканчивая таким печальным, трагическим закатом. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. И мы с вами начинаем. Первая стадия, стадия рассвета, это от 20 до 35 лет примерно. В этом возрасте такой человек, он молод, энергичен, привлекателен. И вот он получает много, не знаю, внимания и поддержки своей значимости благодаря тому, что вот он яркий и вот ему легко произвести впечатление. Но у нарцисса есть вот эта вот ранимость его, которая проявляется в том, что он нетерпим к критике, какому-то вот иному мнению, какой-то конфронтации, к отвержению, не дай бог. Соответственно, нарцисс в таком возрасте меняет партнеров, меняет работу, меняет друзей, потому что как только что-то вот пошло не так, как только ему что-то сказали, какое-то слово поперек, или если партнер, например, только обнажает какой-то конфликт, сразу партнер обесценивается, или если это работа на работе, там, какой-то вот ему что-то не нравится, значит, весь рабочий коллектив обесценивается, он бросает и партнера, уходит с работы на другую работу, но пока он молод и энергичен, он может себе просто позволить менять работы, менять партнеров, есть какая-то пластичность, можно как-то выезжать за счет какой-то своей там молодости, энергичности, привлекательности, вроде бы как ничего не предвещает беды. Вторая стадия, стадия первых потерь, это 35-45 лет. Это стадия, которая сопровождается определенным выгоранием. Уже вот так вот крутиться, как белка в колесе, не получается. Плюс нарцисс начинает понимать, что подрастают молодые конкуренты. Если, скажем, это женщина-нарцисс, она понимает, что есть достаточно много молодых женщин, более привлекательных просто за счет своей молодости. Если это мужчина-нарцисс, он опять же чувствует, что вот как-то в спину дышат эти молодые, более энергичные, их как-то больше. Опять же, среди этих вот молодых конкурентов есть же люди, у которых есть также нарциссические черты, которые также к себе очень много внимания вот как-то притягивают. В таком случае нарцисс старается получать максимум внимания из тех вот отношений, которые у него уже сложились, которые стабильны. Поскольку новых контактов как-то у него не возникает, ему сложно новых каких-то находить людей, которые бы были бы источником нарциссического ресурса. Он может, например, если это мужчина-нарцисс, может начинать свою жену как-то на ней отвязываться, потому что, жена все-таки, это брак, у них там общий быт, возможно, общие дети. От того, что там 2-3 раза что-то ей сказала, она же разводиться не пойдет. То есть она как-то немножко привязана, это могут быть какие-то родственники, люди, с которыми есть такие связи, которые просто так не рвутся. И вот там нарцисс начинает максимально себя как-то через обесценивание, через такое какое-то скотское поведение пытаться как-то вот почувствовать свою значимость. Что вот они рядом со мной, они меня терпят, значит я все-таки значимый. Третья стадия, стадия внутренней пустоты, это 45-55 лет примерно. На этом этапе начинают уходить даже те люди, с которыми оставались какие-то стабильные отношения. Родители, старшие родственники, они уходят просто в связи с возрастом. Скажем, партнер, жена, например, либо набирается сил и уже не может больше этого терпеть и разводится, либо бывает, что партнер просто куда-то там переезжает. Формально люди в браке, но живут где-то в разных домах, и там такое у них общение очень формальное. Нарцисс чувствует пустоту внутреннюю, нет рядом людей, которые бы им восхищались. Нет людей, у которых он бы мог как-то чувствовать какую-то реализованность. Дело в том, что в таком возрасте, как правило, люди уже опираются на какие-то фундаментальные достижения в своей жизни, на профессиональные какие-то достижения, на какие-то стабильные теплые отношения, предположим, на дружбу, которая через всю жизнь почти прошла, на отношения с партнером, не знаю, на какие-то теплые отношения с детьми, на что-то, что такое, знаете, имеет длинник. А у нарцисса нет ничего такого долгосрочного. И вообще стратегия нарцисса всю жизнь была взять, вот как-то вызвать какой-то вау-эффект, получить какой-то сверхрезультат очень быстро, чтобы быстро получить вот какое-то такое вот большое количество вознаграждения в виде внимания, признания, в виде какого-то там восторга, зависти. И все. А потом еще раз. То есть, по сути, вся его деятельность, она никогда не была, знаете, деятельностью в долгую. Он всегда вкладывался в краткосрочные какие-то вот проекты, которые закончились, и вот сейчас все разошлись. И он понимает, что я еще в принципе живой, полон сил, вот еще жизнь как будто бы так вот в зените, а вокруг меня никого нет, ничего нет, и мне не на что опереться.
Четвертая стадия – это стадия отчаянных попыток вернуть себе молодость. Это 55-65 лет. Нарцисс не понимает ценности этого возраста, он не понимает, как жить в таком возрасте, как принимать себя в таком возрасте, потому что он пропустил все предыдущие этапы. Это какое-то спокойствие, мудрость, уют, открытие новых интересов. Все эти вещи ему не интересны. Он старается туда вот вернуться в свою золотую эру молодости, когда было много вот этих фестивалей, много восхищения, много какой-то яркости. И он начинает вести себя моложаво, так это называется. Знаете, это ситуация, когда вот это выглядит прямо как-то карикатурно. Когда, скажем, мужчина в таком возрасте находит себе какую-то вот молодую девушку, но понятно, что это мезальянс. Она либо слишком глупенькая, либо, скажем, если у него есть деньги, то она с ним из-за денег, и это все видно. То есть видно, что это какие-то не настоящие отношения. Либо нарцисс идет куда-то, знаете, в такую духовность. Но это мнимая духовность, потому что в течение жизни он этим не занимался, не интересовался. Просто как-то вот он, ну, не знаю, начинает как-то из себя строить какого-то духовника, потому что, может быть, просто он выглядит. Ну, скажем, мужчина там 60 лет, у него там седая борода, он там выглядит как-то там мудро. Но опять же, люди, которые интересуются духовностью, которые вроде начинают его слушать, они быстро понимают, что там нет никакой глубины. И вот эта вот игра в такого местного какого-то гуру тоже не приносит нарциссу удовлетворения. Пятая стадия – это стадия распада и изоляции, это 65 и старше. На этой стадии уже все оставшиеся люди, которые были рядом с нарциссом где-то хоть на расстоянии, начинают отдаляться. Ну и самое главное, что нарцисс, он не может давать любовь, он не может получать любовь, он ее не чувствует. Даже если вот есть дети, которые его любят, он все равно он не чувствует этой любви. Он одинок. Он живет среди предметов, которые являются напоминанием о его былых каких-то заслугах, но людей рядом с ним нет. Поскольку нарцисс к этому времени уже давно не получает этого восхищения, которое для него очень важно, он находится в такой затяжной депрессии, такой угрюмой, злобной депрессии. Почему злобно? Потому что на первой, на второй стадии, как правило, для того, чтобы удержать человека в отношениях, нарцисс вел себя с обесцениванием, как-то с таким высокомерием. Таким образом, как-то какое-то время удавалось людей удержать рядом с собой. А сейчас он оказывается в полной изоляции, рядом никого нет. И, как правило, если какие-то посетители или какие-то люди с ним общаются, они видят напротив себя такого угрюмого, ворчливого человека, такого подавленного, который является руиной того, что было в молодости. К сожалению, такая нарциссическая дезадаптация встречается достаточно часто. Причиной этому являются не только определенные психические процессы, которые приводят к формированию нарциссических черт, о чем я говорю в других своих видео на моем канале. Также здесь стоит сказать, что есть определенные социальные установки, которые часто звучат так. Молодые люди слышат, что нужно быть ярче, красивее, богаче, успешнее, нужно жить сегодня, не откладывать на завтрашний день, гори, а не светись. И эти установки вообще-то часто преследуют какие-то маркетинговые цели. То есть в рекламе это завязано, где-то в соцсетях, что купи сейчас, живи сейчас, поедь в путешествие сейчас. И это приводит к тому, что нарциссическая какая-то предрасположенность сталкивается с этим социальным давлением, и человек начинает идти по такому нарциссическому сценарию. Я живу сегодняшним днем, выстраиваю отношения, из которых я хочу сегодня получить все, что возможно, выжать их полностью, и не думаю о завтрашнем дне. Если вы понимаете, что вы находитесь рядом с человеком, у которого есть эти ярко выраженные нарциссические черты, и не знаете, как рядом с ним находиться, как с ним взаимодействовать, или если вы понимаете, что у вас есть нарциссические черты, и вы прямо осознаете это и хотите как-то с этим поработать, можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео на канале у меня есть ссылки на соцсети, пишите мне личное сообщение, и мы с вами работаем. Также можете написать в комментариях, если вы когда-нибудь сталкивались с нарциссом, как он живет, как он стареет, если какой-то у вас есть опыт какого-то, скажем, родственника, какие стадии он переживает и чем он заканчивает. Я вам буду очень благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если эта тема кажется вам важной, видео понравилось, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.